Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания винограда, ежевики, гортензий и других растений. В этом видео я вам покажу небольшой обзор, расскажу о винограде, который у меня растет в теплице, дам несколько полезных советов по выращиванию винограда в тепличных условиях. Нахожусь я в Московской области. Эту теплицу я использую не только для выращивания винограда, также у меня здесь еще растет куст ежевики сорта Небеса, могут подождать. Растет он в неукрывной форме за счет того, что здесь все-таки в теплице не бывает таких сильных морозов. У меня он хорошо зимует в тепличных условиях без укрытия. Покажу вам, как он сейчас выглядит у меня, какие побеги. Сейчас середина ноября. Также в этой теплице у меня хранятся маточники гортензий, метельчатых, саженцы гортензий, крупнолистных, метельчатых, также саженцы винограда и саженцы ежевики. Теплица эта у меня старая, сейчас она еще у меня выглядит не очень чисто, потому что недавно я только провел обрезку винограда, постарался максимально все убрать, много листьев, очень много лозы пришлось вывести. Из этой теплицы размером 3 на 6 я вывез примерно 5 или 6 полных тачек вот этой всей листвы, ботвы и прочего мусора. И отмыть я ее пока еще не успел. Стены у меня достаточно грязные, не знаю, успею ли я осенью отмыть теплицу, потому что у нас обещают достаточно сильные морозы. Если не успею, ничего страшного, это можно все сделать весной и генеральную уборку провести весной. Здесь у меня растет 4 сорта крупноплодного столового винограда. Это Байконур. По сортам вам сейчас расскажу. Байконур, Академик Авицбо, Юлиан и Краса Никополя. Конечно, в тепличных условиях данные сорта винограда проявляют себя с самой лучшей стороны. Грозди получаются очень большие, крупные, ягода также все хорошо вызревает. И уже примерно в середине августа на самом раннем сорте, который у меня здесь растет, а это Краса Никополя, мы начинаем собирать и кушать очень вкусный виноград, красивый, крупный, прямо как на юге. Поэтому, если у вас не получается вырастить виноград в условиях открытого грунта, в том числе в Московской области по каким-то причинам, хотя это в принципе не так и сложно, то, друзья мои, рекомендую вам оборудовать теплицу, установить теплицу и в ней попробовать выращивать виноград. В этом случае вы гарантированно каждый год, в любое лето будете с урожаем винограда. Виноград я уже обрезал, пригнул его к земле. Сейчас покажу вам, как я его пригибаю, чтобы лозы были максимально прижатые. Пока я его еще не укрывал, потому что морозов пока еще нет, но на следующей неделе уже обещают достаточно у нас приличные такие морозы, до минус 10 градусов в ночное время. Кто интересуется гортензией, вот смотрите, у меня тут еще они, можно сказать, цветут, соцветия, пока еще не обрезал. Все это будет также, конечно, укрыто нетканным укрывным материалом, можно агроспаном, можно спанбондом. Я укрываю 60-й плотности материалом белого цвета. Виноград я, кстати, обработал от болезней, от грибковых, чтобы он лучше перезимовал. Обработал самым простым способом, используя медный купорос из расчета 100 грамм медного купороса. Сначала растворил в литровой баночке теплой воды, хорошо перемешал, потом уже добавил в 9 литров чистой воды. Общий объем получился 10 литров, то есть 100 грамм медного купороса на 10 литров воды. Вот такой концентрацией, таким раствором я обработал виноградные лозы. Также немножко обработал саженцы, маточники, гортензий, саженцы винограда. В общем, все, что у меня здесь есть, этим раствором обработал. Также я еще прошелся по опалубке теплицы, которая у меня выполнена из бруса. Теплица старая, ей уже порядка, наверное, 7 лет. В этом году я
планирую в следующем, точнее году, планирую поменять поликарбонат, потому что в некоторых местах у меня его в прошлом году здорово продавило снегом. Были сильные снегопады и кое-где есть небольшие проломы. В принципе, поликарбонат остался цел, но на нем, конечно, появились трещины. Ну и сейчас я вам покажу, как выглядит обрезанный виноград, как выглядит ежевик, который у меня здесь растет. Сейчас я вам все покажу. Покажу также, как оборудован у меня подземный полив винограда, потому что многие спрашивают, особенно начинающие виноградари, кто только недавно начал заниматься виноградарством, вот говоришь там подземный полив, многие это просто не понимают, что это такое. Это обычная емкость, которая вкопана в землю. Емкость это 5-литровая пластиковая бутылка от воды, в которую эта бутылка заполнена мелким гравием. Также можно использовать керамзит и вкопана в землю. Но вкопана она примерно до уровня горловины, чтобы в нее можно было наливать воду, добавлять удобрения. И таким образом вот эта вот емкость работает под землей в качестве подземного полива. Питательные вещества и вода сразу подходят к корням винограда либо других растений, и не происходит поверхностного увлажнения грунта, что в теплице очень важно, потому что в теплице очень часто бывает такая влажная среда, особенно если двери и форточки закрыты, то повышенная влажность в теплице обеспечена. Чтобы такого явления не было, а виноград не любит повышенной влажности, иначе он просто начинает болеть, то вот используется подземный полив. Ну, сейчас я вам все покажу, что у меня здесь, как растет и как я все это дело выращиваю. Вот так у меня сейчас выглядит теплица. Повторюсь, что окончательная уборка пока еще не проведена. Стены грязные, есть налипшие листья. Видите, зеленый налет на поликарбонате. Ну и сейчас я вам покажу, как у меня сделана сначала шпалера. Шпалера из 4 проволок для винограда. Ну и смотрите, вот сами кустики винограда. Земля у меня укрыта мульчирующим черным материалом. Также 60-й плотности. Он также у меня уже давно лежит, 3-й год. Вот, поэтому немножко он, конечно, уже подострепался. И вот смотрите, обрезаны у меня лозы. Как проводить обрезку винограда, у меня есть отдельное видео, более подробное. Но вот покажу вам, как у меня пришпилены лозы к земле. Используются для этого вот такие вот металлические вилки. Смотрите. И вот я втыкаю такую вот вилочку в землю. И вот таким образом виноградные лозы прижимаются не вплотную к земле, конечно, но оставляю все время небольшое расстояние, сантиметров 10-15. Вот таким образом. Вот смотрите, также вот видите, вот железная вилочка. И вот так она вставляется в землю. Вставлять надо достаточно плотно. Вот все фиксируется. А вот тот самый подземный полив. Смотрите, накрыт он у меня тут баночкой. Здесь в землю вкопана пластиковая 5-литровая бутылка. В нее вставлена вот такая сантехническая труба диаметром, ну, здесь, наверное, сантиметра 4-5, наверное, может, миллиметров 40, я думаю, небольшой кусочек. И вот сюда осуществляется полив, также внесение удобрений в летний период времени. Очень удобная вещь, должен вам сказать. Виноград сразу получает и воду, и питательные вещества благодаря такой системе подземного полива. Ну и чтобы туда не попадал мусор, всякие там насекомые, я вот так ее закрываю. А вот так выглядит ежевика сорта «Небеса могут подождать». Обрезал ее примерно на высоту 2 метров. Смотрите, какие толстые побеги. Пригнуть их достаточно проблематично, сложно. Поэтому они у меня растут и зимуют вот в таком
вертикальном положении. Не вымерзает в моих условиях в теплице, но, конечно, при более сильных морозах, при температурах ниже 30 градусов, я думаю, что все равно даже в теплице нужно укрытие. Хорошо, что в таких условиях, конечно, еще растения защищены от зимних ветров морозных, которые усугубляют ситуацию и могут просто погубить растения очень быстро, даже при не таких уж и сильных морозах, потому что ветер усиливает отрицательное действие морозов и ухудшает положение и зимовку растений. Вот так вот. Здесь 4 побега оставлено молодых. Смотрите, какие они толстые, вот с палец толщиной. Этот сорт ежевики относится к куманикам, толстые побеги. И также здесь подземный полив. Здесь у меня сорт Байконур, обрезан, пришпилен к земле. Чуть попозже я его укрою. Также имеется подземный полив. Есть видео отдельное, как это все сделать. Можете его найти на моем канале и посмотреть. И здесь сорт винограда Академик Авицба. Лозы обработаны медным купоросом. Вот видно на них даже такой небольшой налет после обработки. На центральной грядке у меня уложены на зимовку маточники метельчатых гортензий, в том числе новинки, Bonfire, Pixio. Вот уже у них соцветия засыхают, но еще некоторые вполне себе декоративные. Это сорт Самарская Лидия. Вот так сейчас выглядит. Маточники будут также укрыты. Соцветия будут удалены, естественно, чтобы удобнее было укрывать, потому что они не нужны уже растению. Ну и вообще вот уже видно, что листья пожелтели. Сбрасывает лист, то есть уже практически все процессы жизнедеятельности у растения останавливаются. Также на зимовку у меня здесь оставлены крупнолистные гортензии, небольшое количество саженцев и ежевика. Надеюсь, данное видео было вам интересно и полезно. Всем большое спасибо за просмотр. Хороших вам урожаев!